Малое Алматинское ущелье. Сегодня идем на ледник Туиксу. Хотим посетить грот Дельфин и открывшийся в этом году грот Кит. Маршрут начинается в Малоалматинском ущелье от Шимбулака. По своей конфигурации трек прямолинейный, простой. В основном прямо по грунтовой дороге сначала до плато Манжелка, затем до развилки глицеологическая станция Туиксу-1, ледник Туиксу. На Тэшку не заходим, идем прямо в сторону ледника. Еще 1,5 километра и гроты Дельфин и Кит. Всего расстояние до гротов от Шимбулака примерно 10 километров. Это общий вид трека. Плотина Манжелка осталась позади. Идем по плато Манжелка. Здесь построили кемпинг-зону. На подъеме на Альпинград видны люди. Озеро, конечно, уже давно замерзло. Манжелка внизу, все усыпанное камнями. А я его запомнил еще зеленой красивой поляной. Это было, наверное, в 72-м, может быть, в начале лета 73-го. И я нашел на привале, там нашел армейскую флягу в чехле. Вот радость это было. Не Кокжеляу, не Фурмановка, но тоже вереница людей уже и здесь. И хорошо. Коллективно натаптываем тропу Хрещатова, Амангильды, пионер, учитель, 28 панфиловцев, Маншук Маметовой, Малоалматинский узел. Все пики выше 4000, пик Туиксу, иглы Туиксу, Партизан, Орджоникидзе, Маяковского. Развилка, направо глицеологическая станция Туиксу-1. Прямо на этой беседке, чуть-чуть налево, грот. Отсюда до него, примерно километр с небольшим, максимум 1,5. Ледник Туиксу впереди. За многие десятилетия он деградировал, отступил. Говорю за многие десятилетия, потому что я сюда начал ходить с начала 80-х. И видел, как он постепенно, с годами отступает. И про гроты я ничего не знал тогда. Глициологи бы мне рассказали, но ничего мне не рассказывали. Помню, приходил, они мне советовали сходить на перевал Молодежный, на Молодежку, на ледник ходил. Про гроты ничего не знал, не знаю, может быть, они не так давно открылись, а может, были непопулярны. Видны домики глицеологической станции Туиксу-1. Смотрите, здесь развилка. Прямо по леднику не идите. Поворачивайте налево. Здесь еще метров, наверное, 200. И будут наши гроты. Последовательно сначала Дельфин. И рядом
С ним кит. Метров буквально там 50, 60, 60, 70, ну где-то так. Ну а лучше всего скачайте трек. В описании есть ссылка. А вон и наш дельфин показался. Скачущий на волнах. Да, здесь приезжали на снегоходах, видно, люди. Дошли за 3 часа 50 минут. Расстояние где-то 8,2-8,3 от конца асфальта, естественно. Высота около 3400 метров над уровнем моря. Это вход в него. Отсюда он не похож на дельфина, конечно. Палки и рюкзаки оставляем здесь. Кошки тоже здесь не нужны. Сейчас спустимся. Так, спускаемся. Ну, кому как удобно. Так как я снимаю, я палку с собой не беру. Какие-то ступенечки здесь есть, конечно. Ну и скользко. Вот, я спустился в грот. Ну, здесь, я говорю, кошки здесь не нужны, потому что пол его покрыт камнями. Сейчас идем до конца. Здесь все ниже и ниже своды. Надо осторожным быть, здесь камни. Так. Приходится совсем пригибаться. Все, дальше не иду, а то мне здесь уже ползком. Посетили грот Дельфин, и от него идет тропа на соседний грот Кит. Сейчас посмотрим. То есть вылазим на этот хребет и по нему идем. Грот Кит совсем рядом с Дельфином. Метров, наверное, 60-70. Да, вход в него больше, поэтому его назвали Кит. Но по длине он меньше, конечно. Маленький.
размерам, по размеру входа. Кит по своей утробе он меньше. Вот я уже до конца дошел. Грудь кит. Все. Посетили оба грота. Что-то совсем не устали мы сегодня. Так легко. Видимо, акклиматизировались хорошо. Сходим вверх по леднику еще километр-полтора. Полюбуемся пиками. После грота еще прогулялись вверх по леднику Туексу. Такая красота. Очень красиво. Если есть время, сходите обязательно. Уходим с гротов, с ледника Туексу. Оба грота очень понравились. Но кит как-то понравился больше. Он хоть и по длине короче, какой-то разнообразный, что ли. Более разнообразный. Но есть также ледяной потолок. Потолок в виде кристаллов. Он такой двухкамерный. В него надо спускаться. Там сначала заходишь, потом спускаешься. Хотя оба достойны внимания. Обязательно посетите это замечательное место. После снегопадов, конечно, тропа может быть занесена снегом. Поэтому надо ходить через несколько дней после снегопадов. Но я смотрю, здесь на снегоходах делают тропу. Уже не первый раз я вижу. Ну и, конечно, не надо ходить весной, летом. С конца ноября по февраль можно. Спускаемся в плато Манжелка. Там будем обедать. Здесь пока еще рано обедать. Сейчас нам надо потерять 400 метров по вертикали. Спустились до Манжелка. И здесь у нас обед. В кемпинг-зоне. В шелтере. Тут, оказывается, тепло. Даже солнца нету внутри. Да. Тенечек, а тепло. У нас сегодня на обед кутабы с тыквой, потом бутерброды с селедкой и с семгой на домашнем бородинском хлебе. И к чаю у нас пирожные домашние, корзиночка с белково-заварным кремом. Спускаемся с Манжелка, пообедали хорошо. Теперь остался только нудный 5-километровый спуск до Шимбулака. Очень довольны. Хорошо мы сегодня гроты посетили. По леднику погуляли.